Сейчас самый лучший сезон для посещения Японии! Хотя с первого взгляда может показаться наоборот. Всем привет, с вами Тори-чан, и сегодня я покажу вам, как выглядит юг Японии в конце июня, начале июля. В это время года в Японии низкий сезон и мало приезжих туристов, потому что июнь считается месяцем дождей, а с июля начинается жара. Длительность сезона дождей каждый год разная и трудно предсказать, но на юге Японии дожди начинаются и заканчиваются немного раньше, чем в центральной части. В этом году нам повезло, и в Фукуоке дожди закончились раньше обычного, в то время как в Токио еще несколько недель было дождливо. Закончился сезон дождей и настоящее лето. Я радуюсь первый месяц, июль, первые пару дней, наверное. Потом начинаю страдать, потому что у нас очень жарко летом все-таки на юге Японии. Каждый раз, когда я начинаю снимать видео, Изми теперь решил вот так вот отжиматься или еще как-то тренироваться. Скоро накачается с женой ютубером. Вот так вот японки, как видите, все прячутся от солнца, чтобы не загореть. Красота! Самое популярное для посещения Японии время года – это весна, конец марта и начало апреля, когда у нас сакура цветет, а также осень, середина ноября и начало декабря, когда краснеют листья японского клена. И это очень красивое время года, но я лично считаю, что в Японии всегда красиво, и у каждого месяца есть какая-то своя особенность и изюминка. Единственное время года, когда бы я не советовала в Японию ехать, это август и сентябрь, потому что почти везде, кроме самого севера, очень жарко. Поэтому в Токио, Киото, Осака или Фукуока в августе или сентябре ехать не советую. И я иногда делаю индивидуальные пешие туры по Фукуоке, но когда меня просят сделать их в августе или сентябре, я говорю: ребята, нет, лучше поедьте куда-нибудь на север, слишком жарко для этого. Период цветения сакуры и красный клен Момиджи – это очень красиво, но это высокий сезон, когда много туристов и все намного дороже стоит. Но также в Японии есть недооцененные времена года, когда все так же красиво, но при этом низкий сезон. Например, октябрь и ноябрь. В это время года у нас все еще тепло, плюс 20, плюс 25, вокруг зелень, но чувствуется наступление осени. И в этом году, кстати, в октябре и в ноябре я буду организовывать мои авторские групповые туры по всей Японии. Мы посетим разные города, как Токио, Киото и Фукуока, конечно же, где я буду вашим личным гидом. Поэтому, кому интересно и кто хочет присоединиться, подробная информация есть в описании этого видео. Также, кроме октября и ноября, июнь и июль тоже очень недооцененные времена года. В июне у нас сезон дождей, поэтому часто бывает пасмурно и иногда идут сильные дожди, но зато еще не очень жарко, есть такая приятная прохлада после дождя. Поэтому, если вы не против дождей, июнь очень хорошее время года, у нас много разных красивых цветов цветет, допустим, гортензии очень красиво цветут в июне, ничем не хуже сакуры. На японском языке сезон дождей называется цую и пишется иероглифами «дождь» и «слива», потому что в это время года зреют плоды сливы. И хоть это и называется сезон дождей, дожди не каждый день, но довольно пасмурно. И обычно сезон дождей длится примерно до начала июля, но каждый год по-разному. Допустим, в этом году очень рано закончились дожди, где-то в 20-х числах июня уже было вот так вот солнечно в Фукуоке, но в Токио дожди были подольше. Это короткое время после окончания дождей и до начала жуткой жары самое классное, поэтому мы не можем сидеть дома и выезжаем исследовать Фукуоку каждые выходные. Фукуока – это довольно большая префектура на юге Японии, которая состоит из разных городов и деревень, где город Фукуока самый большой. Мы, в принципе, больше любители в деревню поехать на выходных, а в жару так тем более. В городе летом бывает невыносимо жарко, в то время как в деревне зеленые пейзажи, рисовые поля, залитые водой, и тень от деревьев спасают.
Первым делом сегодня мы приехали в город Укиха. Это час езды на машине из Фукуоки. И Укиха известна своими вкусными овощами и фруктами, поэтому сегодня мы идем на местный фермерский рынок. Вот такой большой рынок в деревушке Укиха. Эта деревня знаменита своими фруктами, поэтому здесь должно быть много чего вкусненького. О, он такой большой. Здесь вкусные фрукты, потому что очень чистая вода, которая стекает с гор, и чистые реки. Поэтому здесь можно даже вот так вот набрать воду. По-моему, даже бесплатные. Вау. Сам по себе маркет вот такой, довольно большой фермерский маркет, где продается абсолютно все необходимое для жизни людей в этом городе. Как видите, очень много людей, сегодня выходной. Это уме, зеленая слива, которую используют для изготовления умеши, японского ликера. И, конечно же, фрукты, персики. Как видите, 2 персика стоят 500 йен, это где-то $3, евро. В Японии довольно дорого, даже на таких фермерских маркетах. Виноград Укиха тоже очень известен, но сейчас не совсем сезон, поэтому он довольно дорого стоит. Одна вот такая небольшая гроздь стоит 1300 йен, это $10. Фрукты дорогие, но вот овощи покупать выгодно. Мы купили вот такую корзину за 4500 йен, $32, а главный улов на сегодня – это местные томаты, 500 йен, $3,5 за целую коробку. Сезон дождей уже закончился, хотя обычно он где-то до начала июля, сейчас только 26 июня, но уже, как видите, солнечно и чувствуется настоящее лето. Но хоть сезон дождей и закончился, все еще цветет аджисай, гортензия, один из главных символов этого сезона. Поэтому сегодня мы приехали в вот такой вот красивый храм под названием Сенкоджи, Сенкоджи-дэвни, где очень много гортензий. Как настоящие японцы, мы с таким вот зонтиком от солнца. Без него реально в Фукуоке жить очень тяжело. Мечак-чак кирей-да-не, коко. Главная достопримечательность этого храма – это то, что здесь гортензия не просто в саду растет, а вот так вот на горе. Поэтому виды здесь невероятные. Сенкоджи – это уединенный храм буддизма в городе Куруме, префектура Фукуока. Он был основан в 1192 году и почти 800 лет служит местом тишины, молитв и созерцания. Но в июне все меняется, храм превращается в настоящий музей гортензий. Здесь расцветает около 7000 кустов и более 100 видов гортензий. От классических синих и розовых до редких сортов с заостренными лепестками, двухцветными оттенками и даже круглой формы цветами. Здесь можно долго блуждать и рассматривать букеты. Я смогла сфотографировать только несколько видов гортензий, все 100 не нашла, но многие я лично видела впервые. А видели ли вы такие виды гортензий в своей стране? Цветы покрывают весь склон с японскими кедрами, украшают каменные дорожки, лестницы и сам храм. Во время сезона цветения храм становится популярной локацией для прогулок, свиданий и фотосессий. Вход стоит всего 300 йен, и оно действительно того стоит. Здесь протекает река, поэтому прохладно в этом месте, намного лучше, чем в центре города. Интересный факт. Японцы совершенно не смущают вот такие вот могилки при буддийских храмах. И даже вот так вот на свидание ходят. Ничего пугающего или плохого в этом нет. Это часть нашей жизни. Здесь тоже вот такие вот монументы, могилы при буддийском храме.
Иногда в них хранится прах, иногда нет. Насчет именно этих я не знаю, но очень красивое место, даже несмотря на это. Звуки японского лета. Птички, насекомые и речка. К сожалению, все-таки пик гортензии – это сезон дождей, поэтому сейчас уже немного она подвявшая. Думаю, здесь еще красивее, когда идет дождь, но все равно мне очень нравится. Это одно, наверное, из самых лучших мест с гортензиями, которые я здесь на Кишью находила. Слишком красиво, чтобы не сделать несколько фотографий, поэтому в этот день Изами подрабатывал моим личным фотографом в обмен на то, что следующее место, куда мы сегодня пойдем, выберет он. Угадайте, куда мы потом пошли. Мы отфотографировали храм. Изами никак не мог дождаться главного события на сегодня – поход в местную раменную, потому что здесь, в городе Куруме, один из самых известных раменных. Ишсо. 美味しそう。めっちゃ美味しそうだね。めっちゃいい匂いする。Это называется куруме рамен, и это прародитель знаменитого тонкоцу, рамена на наваристом свином бульоне. Считается, что этот рамен зародился именно здесь, в городе Куруме. Лайфхак, как заманить мужа посмотреть гортензии, угостить раменом. ちょっと太麺だね。いいね。Отработал свое сегодня. Пофотографировал меня хорошо в храме. И не. Ойшисо. Куруме рамен один из самых, наверное, известных в Японии, который именно тонкоцу свиной. Итадакимас. Мы, наевшись рамена, конечно же, не можем без десерта, поэтому сегодня мы приехали в еще одно место, где можно выпить зеленый чай матча и поесть японские традиционные сладости. Это довольно скрытое место, его трудно было найти, посоветовали знакомые. Такой вот японский традиционный дом. О, но внутри находится кафе. Вау, кимочи. Я кире. И мне это место особенно понравилось тем, что это не просто традиционный японский дом, но с вот такой вот реновацией современной. Этому традиционному японскому дому более 100 лет. Унаследовавшая дом правнучка превратила его в кафе-галерею с элементами современного минимализма, но сохранив традиционный шарм. Здесь подают модернизированные вагаши, японские сладости к чаю, сделанные из сладкой бобовой пасты, риса и орехов. Да, я тоже немного этой внучке завидую. Особенно мне понравилось, что можно было самому выбрать чашку для чая из вот такой обширной коллекции, где было много разной красивой керамики, даже вот такие чаши для чая с крабиками. Хотя интерьер и не как в традиционной чайной комнате, скульптуры и виды из окна создают гармоничную и расслабляющую атмосферу, идеальную для чашки чая с вагаши в такой жаркий день. Сладости вагаши здесь как настоящее искусство, даже есть жалко. Я вот такую вот чашу для матча выбрала, голубого цвета, освежающая, как раз для лета. И матча у меня сегодня холодная. Такимас. Очень вкусно. Обычно матча пьют за раз, как эспрессо, за 3 глотка, говорят, пить. Но поскольку это холодная матча, и мы в кафе, можно особо об этом не думать и вот так вот понемногу пить.
И посмотрите, какие красивые вагаши. Это японские традиционные сладости. Сегодня вот такая вот в виде цветка гортензии, который мы утром как раз видели. Как раз для нынешнего сезона идеальная сладость. И обычно вот так вот их едят такими вот палочками, разрезают на несколько частей, накалывают и едят. Это большой кусочек, но... Если же вы любите лето, море, пляж и хотели бы посмотреть японские фестивали, то июль тоже советую. В это время года уже довольно жарко, но не так жарко, как в августе. У нас где-то 33 плюс 35 в июле днем и вечером 25-26, что еще не так плохо, как в августе и в сентябре, потому что в августе и в сентябре температура не опускается совершенно. Но в июле можно еще гулять по утрам и вечерам, не особо потея, а днем пойти на пляж покупаться, охладиться в море. В июле проходит много летних фестивалей. Например, в Фукуоке фестиваль Ямакаса, когда весь город украшают вот такими огромными статуями. Традиционно это украшение по легендам синтоизма, но в последние годы тематика аниме тоже популярна. Кто узнал, что это за аниме? Жду ваших комментариев. Бесплатно раздают вот такие вот веера. Смотрите, какая прелесть. Бесплатно, потому что с рекламой Toshiba. Спасибо большое, Toshiba, за такой веерок. То, что нужно для нашей жары. Сегодня 7 июля, и в этот день японцы празднуют праздник под названием Танабата. Это синтоистский праздник в честь двух божеств, которые встречаются каждый год в это время, если ночью не было дождя. И сегодня довольно пасмурно, но надеюсь, что не будет дождя. И также в этот день обычно японцы ходят в храмы, смотрят на украшения в храмах в честь этого праздника и загадывают желания. Поэтому идемте с нами. Сегодня мы приехали в храм Дазайфу. Это храм, который находится в префектуре Фукуока, в городе Дазайфу, один из самых известных у нас здесь. Он очень красивый и торжественный. Здесь проводят разные фестивали и праздники. И также здесь много вот таких вот магазинчиков. Каждый может себе на вкус найти. Мне лично нравится очень вот этот. Это магазин, где продается много разных изделий из камней. Каждый что-то обозначает. Допустим, на удачу, для своего ментального спокойствия и так далее. Поэтому советую. И также здесь сейчас вот так вот вывешивают желания людей. В честь праздника Танабата можно написать желание на бумажке и вот так вот повесить. Только в это время года в этом храме вот такие вот украшения. Фурин, стеклянные колокольчики, чтобы было свежо. И также вот такие украшения из бамбука, на которые все вешают свои желания. И здесь у всех совершенно разные желания написаны. По идее, можно что угодно описать. Также часто люди пишут свой возраст и свое имя. Вот. И я привяжу, наверное, вот сюда. Cute. Меня спрашивают часто, на какую камеру я снимаю, но я обычно использую iPhone, особенно когда мы путешествуем, потому что просто он легкий. Но сегодня я взяла с собой мою камеру Lumix, поэтому немного поснимаю для вас красивые фотогеничные фотографии и видео. Этому храму более 1500 лет, поэтому многие деревья тут непередаваемого через камеру огромного размера и возрастом более 1000 лет. Благодаря их тени и озерам на территории храма даже в начале июля здесь приятно прогуляться. Танабата – яркий и романтичный японский праздник, который также называют праздником звезд. В этот день многие храмы украшают бамбуком, ленточками и письмами с пожеланиями. В основе праздника красивая древняя легенда о двух влюбленных – Орихиме, дочери небесного бога, и Хикобоси, пастухе звезд. Их любовь была настолько сильной, что они забыли о своих обязанностях и за это были наказаны, оставшись по разные стороны Млечного Пути. Только один раз в году, в ночь Танабаты, им разрешено встретиться, если небо было ясным и не было дождя. Поэтому Танабата – это символ ожидания чуда и исполнения желаний. В этот день японцы пишут желания на цветных полосках бумаги и вешают на ветви бамбука.
Не только по праздникам, но и в любое посещение храма японцы также любят покупать вот такие бумажки с предсказаниями омикуджи. Если вам выпала удача, бумажку могут забрать как сувенир, а если не удача, вот так привязывают и оставляют в храме, чтобы не исполнилось. Надеюсь, что вам было интересно это видео и вы открыли для себя что-то новое. Всем большое спасибо за просмотр, всем пока!